Подушка-звезда, связанная крючком, выглядит очень уютно и мило. Мне очень хотелось, чтобы она напоминала ту подушку, которую вяжут круговыми спицами. Поэтому разработала свою схему и, как оказалось, правило «чем проще, тем лучше» сработало и в этот раз. В этом видео я покажу, как связать подушку-звезда крючком со схемой без разрыва нити. Для вашего удобства в описании тайм-коды. Меня зовут Наташа, и давайте уже начнем. Вязать подушку я буду крючком номер 6,5 и крючком поменьше. Из полиэфирного шнура толщиной 5 мм без сердечника. Вязать буду по кругу, чтобы полотно было цельное, способом бесшовного соединения хвостиком. Отмеряю 7 раз по 15 сантиметров. Это радиус звезды, это будет длина хвостика. Обматываю нить вокруг 3 пальцев и вяжу кольцо амигуруми. Вяжу начальную петлю. Вяжу в кольцо 9 столбиков без накида. На кольце получилось 9 косичек. Потяну за ниточку хвостика и стяну кольцо. Чтобы сделать бесшовное соединение хвостиком, я распускаю столбик без накида не до конца. Меняю рабочую нить на нить хвостика и провязываю ей столбик без накида. Вытягиваю нить хвостика. Ввожу крючок под косичку первого столбика ряда на себя и вытягиваю нить хвостика. С изнаночной стороны нахожу поперечную петлю и заднюю полупетлю последнего столбика и ввожу крючок, вытягиваю нить. Бесшовное соединение готово. У начального ряда ровно 10 косичек. Вязать первый ряд начинаю из того же столбика, в котором торчит ниточка хвостика. Вязать буду рабочей нитью. Ввожу крючок за заднюю полупетлю и вытяну петлю. Одна воздушная петля. Одену маркер. Провяжу в это же основание еще 2 столбика без накида. За следующую заднюю полупетлю провяжу столбик без накида. На схеме начало ряда отмечено цифрой 1. За третью заднюю полупетлю от начала ряда провяжу снова 3 столбика без накида с общим основанием. Это так я формирую уголки звездочки. В следующую полупетлю провязываю 1 столбик без накида. Далее 3 столбика без накида. В этом ряду должно получиться 5 столбиков одинарных и 5 столбиков прибавок. Формируется пятиугольник.
Заканчиваю ряд столбиком без накида и провяжу его не до конца. Меняю рабочую нить на нить хвостика, провяжу столбик без накида до конца и вытяну нить. Ввожу крючок на себя за обе косички петли с маркером и подхвачу нить хвостика, протяну ее. Ввожу крючок за поперечную петлю и заднюю полупетлю последнего столбика и вытяну нить хвостика. Бесшовное соединение готово. Новый ряд всегда начинаю вязать за заднюю полупетлю столбика, в котором торчит ниточка хвостика. Введу крючок, вытяну петлю. В этот раз одну воздушную петлю я провязывать не буду, сразу одену маркер. За следующую полупетлю, заднюю, вяжу один столбик без накида, как на схеме. В третье основание, там где в предыдущем ряду серединка прибавки, вяжу 3 столбика без накида в одно основание, а именно также по-прежнему за заднюю полупетлю. Далее 1 столбик без накида, 1 полустолбик без накида, 1 столбик без накида. Снова 3 столбика без накида с одним основанием в серединку предыдущей прибавки. Далее последовательность сохраняется до конца ряда. 3 прибавки – это уголки звезды, а столбики одиночные – это ее стороны. 1 столбик без накида, 1 полустолбик без накида, 1 столбик без накида, 3 прибавки. В ряду также должно получиться 5 столбиков с 3 прибавками. Заканчиваю ряд столбиком без накида не до конца, чтобы поменять нить на нить хвостика для бесшовного соединения ряда. Покажу еще раз, как оно выполняется. Крючок ввожу на себя в петлю с маркером и вытягиваю хвостик. В последнюю петлю ряда ввожу крючок за поперечную петлю и заднюю полупетлю и вытягиваю нить хвостика. Потянув за ниточки, можно подтянуть петли. Во втором ряду должно получиться ровно 30 столбиков. Вязание третьего ряда звездочки начинаю с петли с хвостиком. Вяжу рабочей нитью. Вытягиваю петлю, 1 воздушная петля и одеваю маркер. Вяжу 1 полустолбик без накида. Для этого вытяну петлю, сразу провязав ее в петлю на крючке, и 2 столбика без накида до тройной прибавки. В середину предыдущей тройной прибавки вяжу 3 столбика без накида с общим основанием.
Вяжу на протяжении всего ряда также за заднюю полупетлю. Опять между тремя прибавками вяжу 2 столбика без накида, 1 полустолбик без накида и 2 столбика без накида. 3 прибавки и так до конца ряда. Ряд заканчиваю столбиком без накида не до конца, чтобы сменить нить на нить хвостика и выполнить бесшовное соединение ряда. В третьем ряду должно получиться ровно 40 петель. Четвертый ряд вяжется точно так же, но между прибавками будет уже 7 столбиков, 6 столбиков без накида и 1 полустолбик посередине. Вся схема будет в конце видео. К сожалению, из-за звезды она не очень хорошо здесь читается. Вязать начиная с петли с хвостиком. 1 воздушная петля и 1 маркер. 2 столбика без накида. 1 полустолбик без накида, 3 столбика без накида и прибавка из 3 петель. Далее 3 столбика без накида, 1 полустолбик без накида, который располагается как раз под полустолбиком без накида предыдущего ряда, 3 столбика без накида, 3 прибавки. Повторяю до конца ряда. Всего в этом ряду должно получиться 50 петель. Пятый ряд. Начало ряда на схеме указано цифрой 5. В этом ряду между тремя прибавками 9 столбиков, из них 8 столбиков без накида и 1 полустолбик без накида согласно схеме. Вяжу сначала 3 столбика без накида, один полустолбик без накида и 4 столбика без накида. Третья прибавка над средней петлей прибавки предыдущего ряда.
и повторяю последовательность. 4 столбика без накида, 1 полустолбик без накида, 4 столбика без накида, тройная прибавка. Заканчиваю ряд столбиком без накида не до конца и выполняю бесшовное соединение. В ряду 60 петель. Шестой ряд. В этом ряду между тремя прибавками 11 столбиков. Из них 10 столбиков без накида и 1 полустолбик посередине. Вяжу 4 столбика без накида. Один полустолбик без накида и 5 столбиков без накида. Тройная прибавка. И повторяю вязание. 5 столбиков, 1 столбик, 5 столбиков, прибавка. Заканчиваю ряд столбиком без накида не до конца. Седьмой ряд. В этом ряду между тремя прибавками вяжу еще на 2 петли больше, то есть 13 столбиков, из них 12 столбиков без накида и между ними 1 полустолбик без накида. Начинаю с 5 столбиков без накида, 1 полустолбик без накида, 6 столбиков без накида, тройная прибавка и далее согласно схеме. Рисунок повторяется, а ряд заканчиваю также одним столбиком без накида не до конца. Восьмой ряд. В этом ряду между тремя прибавками еще на 2 петли больше, а именно 15. Таким образом, вы можете увеличивать звезду до необходимых размеров. Я же провяжу этот ряд еще 9 и на этом закончу.
в 9 ряду между 3 прибавками еще на 2 петли больше, а именно 17. На этом половинка звезды готова. Вторая вяжется аналогично. Осталось обрезать нитки. Некрасивые дырочки я закрою соединительными столбиками. Ввожу крючок за галочку среднего столбика из 3 прибавок и вытяну петлю. Далее введу крючок в отверстие и подхвачу петлю. Сразу же ее провяжу в петлю на крючке. Ввожу крючок в средний столбик прибавки под переднюю полупетлю, которая выглядит как горизонтальная полосочка. Подхватываю петлю и сразу провязываю в петлю на крючке. Далее снова в отверстие и провяжу соединительный столбик. Петли стараюсь сделать одинакового размера, не вытягивать сильно ниточку. Ниточку прячу в колечки середины звездочки. Финальный этап – это сборка подушки звездочки. Сшивать буду за задние поперечные петли. Возьму крючок на размер поменьше для удобства. Поперечные петли расположены под косичками в виде горизонтальных линий. Ввожу крючок сверху вниз в одну и во вторую петлю и протяну через них ниточку. Снова введу крючок за поперечные петли и протяну через них и петлю на крючке ниточку. Крючок можно вводить сначала в дальнюю поперечную петлю, а потом в ближнюю, а в следующий раз чередовать сначала в ближнюю, а потом в дальнюю петлю. Чтобы крючок проще провязывал, его следует поворачивать
носиком к основанию петли, через которую он тащит ниточку. Таким образом, по краю получилось 3 красивые косички. Не довязав одну часть, следует наполнить подушку наполнителем. У меня синтепон. Довязав до конца, обрежу нить и выполню бесшовное соединение, имитируя петлю. Ниточку спрячу в косички и закреплю, пришив ее к косичке. Подушка-звезда, связанная крючком из шнура, готова.